Здравствуйте! Тема сегодняшнего урока – это инструменты вращения и масштаб. Для того, чтобы ознакомиться с этими инструментами, приготовим кубик. Вытянем его, кубик произвольных размеров, и посмотрим, как работает инструмент вращения. Значит, инструмент вращения находится на ленточке, и визуально понятно, что этот инструмент называется вращение. Для того, чтобы повернуть элемент, необходимо выбрать его, далее выделить инструмент вращения и посмотрите, появляется транспортир. Транспортир может менять цвет, ведь он может быть зеленый, может быть синий, может быть вот такой красный. Цвет транспортира показывает на то, по отношению к какой оси будет производиться вращение. Ну, допустим, я выберу вот там красный. Щелкаю в том месте, относительно какой точки мы будем поворачивать элемент. Затем веду курсор дальше. И, видите, он идет у меня по зеленой оси, щелкаю. Затем указываю направление поворота и записываю 30 градусов. Enter. Вот, пожалуйста, наш кубик повернулся в положение 30 градусов. Иногда бывает так, что необходимо повернуть кубик или другой элемент, но оставить его старый в одном положении, а получить копию, повернутую в другое положение. Значит, этот инструмент позволяет и такую операцию сделать. Для этого выбираем элемент. Выбираем инструмент «Повернуть» и нажимаем Ctrl. Затем я выберу, ну, например, в данном случае синий транспортир, значит, он будет вращаться вокруг синей оси. Щелкаю в том месте, где должна быть ось, веду курсор вправо, то есть от какой будем прямой мы отсчитывать угол, и поворачиваю его сюда вправо. Набираю 45. Enter. 45 градусов. Enter. И теперь давайте посмотрим результат, что у нас получилось. У нас, видите, один остался на месте, а второй получился повернутым на угол 45 градусов. Если бы это был компонент, то можно было бы что? Разделить их и сдвинуть один по отношению к другому. Ну, сейчас так и не получится, потому что это не компонент. Данный прием позволяет, например, получать разного рода сложные геометрические фигуры, у которых плоскости повернуты друг по отношению к другу на какой-то угол. Значит, это первый инструмент. Второй инструмент. Опять подготовим кубик, вытянем его вверх. Второй инструмент называется масштаб. Для того, чтобы работать с этим инструментом, как всегда, необходимо выбрать наш элемент. Выбрали. Сам инструмент масштаб, его здесь нет. Он находится во вкладочке «Инструменты». И вот он здесь. И удобно, можно его здесь выбирать, а удобно прямо пользоваться клавишей S. Горячей клавишей. Нажали. И посмотрите, что происходит. На нашем элементе появились маленькие кубики, которые расположены посередине граней, на сторонах, на ребрах, на углах. Если сам курсор превратился в вот такой вид, приобрел такой, какой вид у команды. И если мы его подведем, например, вот сюда к уголку, то можем что? Нажав левую клавишу, потянуть, и наш объект будет изменяться пропорционально. Если мы выберем какой-то кубик, который лежит на стороне, щелкнем по нему и будем тянуть, то что будет происходить у нас вот такое движение. Можем взять мы, допустим, за эту грань потянуть. Можем взять, например, вот за эту потянуть. Да? То есть мы можем делать разные модификации с нашим кубиком, то есть изменять его. Можем мы выбрать, кроме всего элемента, можем выбрать, например, его ребро и применить инструмент масштаб. Масштаб. То есть, видимо, оно у нас не выбралось. Да? Применяю масштаб.
Ну, вот так, грани применилось. И теперь, смотрите, я потяну за одну уголочек, и что у меня получилось. Видите, как и поменялась первоначальная форма нашей детали. Первоначальная форма детали. Сниму выделение, возьму, например, ребро. И вот посмотрите, выделил ребро, и теперь я с этим ребром могу работать, то есть менять его пропорционально размеры, удлинять, вот, уменьшать таким вот образом. Ну, то есть он точно так же работает, как и работал по отношению ко всему элементу. Если мы посмотрим сейчас на то, что у нас получилось, то видите, даже отдаленно не напоминает данный геометрический элемент того, что было в начале, первоначальной фигуры, с которой мы начинали работать. Это нам дает же опять возможность модификации элементов до того состояния, которое нам требуется при решении конкретной задачи.